Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич, вы на канале Как похудеть, и сегодня мы с вами будем готовить опять 3 салата вкусных, простых из нашей любимой помощницы капусты. Китайской или пекинской, называют ее по-разному, но суть одна. Капуста вкусная, продается в зимний период, и мы с вами будем готовить 3 абсолютно разных, но очень вкусных салата. Это я вам гарантирую. Начинаем! У меня 350 граммов куриного филе. Я его замариновала в 1 столовой ложке соевого соуса. Сковороду разогрела и распределяю курочку по сковороде, чтобы она обжаривалась. Курица обжаривается быстро, поэтому как только она схватилась, я ее сразу же переворачиваю, для того, чтобы она обжарилась с другой стороны. И получилась у нас с вами готовая, но не сухая. Потому что сухая куриная грудка, что может быть хуже. Курица обжарилась с 2 сторон. Нагрев я выключила и оставляю под крышкой доходить ее до готовности. Начинаем подготавливать все, что нужно для соуса. Я взяла 3 очень крупных дольки чеснока, где-то 6 средних, и нарезаю их помельче. Чесночок я уже отправила в стакан блендера. Следом добавляю 100 граммов очищенных грецких орехов. 3 столовые ложки сметаны. Сметана у меня 20%. Теперь самое время поблендерить. Смешиваю все с помощью блендера. У меня четвертинка качанчика пекинской капусты. Нарезаю тонко-тонко. Щедрую ложку нашего соуса отправляю на блюдо или тарелку, на которой буду выкладывать салат. И с помощью кисточки, на самом деле это можно сделать и с помощью ложки, как вам удобно, распределяем соус по дну нашей тарелки. Соус нам поможет сохранить наш слой, который мы делаем из капусты, на месте. С помощью руки немного прижимаем капустку, чтобы она утрамбовалась и нижняя часть соединилась с соусом. Следом еще 1 ложка нашего орехово-чесночного очень вкусного соуса. Также ложкой либо кисточкой распределяйте по поверхности нашего капустного слоя. 1 крупную картофелину натираю на крупной терке. Натертый картофель также отправляю в середину нашего будущего салата. И от середины к краям с помощью вилки распределяю. И одновременно, когда я распределяю, я еще утрамбовываю, чтобы салат и все его составные части были вместе. Слой с картофелем я немного присаливаю. В середину отправляю щедрую столовую ложку нашего соуса и с помощью ложки распределяю по всей поверхности картофельного слоя. 6 маринованных огурчиков нарезаю на тоненькие колечки. Теперь в наш соус отправляются красивые ароматные маринованные огурчики. Я начинаю от середины и буду двигаться к краям нашего салата. Огурчики сочные, поэтому отправляем немного соуса. И также с помощью ложки распределяем по поверхности слоя из огурцов. Курочка как раз дошла до той самой готовности, когда пора браться за нож. Беру нож и нарезаю курочку мелко-мелко. Кубики курицы отправляются туда, где их уже очень ждут. Они отправляются в наш салат. Распределяем с помощью ложки, вилки, рук, как вам удобнее. Последний штрих. 2 столовые ложки сока, который у нас остался от курочки, добавляем в соус. Это делает его немного более жидким, но это то, что нужно для верхнего слоя, для того, чтобы пропитать и курочку, и картофель, и все слои. Теперь красивым, щедрым движением поливаем наш салат сверху вкусным, ароматным, насыщенным соусом. И совсем в такие моменты не вспоминаем о майонезе. Вот такой красивый, простой и очень вкусный салат с пекинской капустой у нас получается. И самое главное, все просто. Вашим гостям будет понятно, что в этом салате привычные ингредиенты. Курочка, соленые огурчики, а дальше они уже разберутся. Ну и, конечно, давайте скорее посмотрим, как выглядит наш салат. Просто посмотрите, какая красота у нас получилась. Кудрявенькая капустка. На самом деле все отлично держится вместе, благодаря тому, что мы щедро добавляли соус. И такой салат – это отличное сочетание. Он очень вкусный, ароматный, из привычных ингредиентов.
Все просто прекрасно, и такой салат можно подать и на Новый год, и просто на праздничный стол, или еще как вариант его можно приготовить, когда вам хочется побаловать себя и свою семью чем-нибудь вкусным и одновременно простым в приготовлении из доступных продуктов. Приятного аппетита! Ура! Первый салат мы приготовили. Я думаю, вам уже интересно, какой салат вас ждет еще. А ждет очень вкусный, очень-очень вкусный. Начинаем готовить. Все, как всегда, просто и быстро. У меня 300 граммов куриной печени. Отправляю ее в хорошо разогретое сливочное масло. Сливочного масла у меня 20 граммов. И оставляю печень на среднем огне. Пока печень готовится, я принимаюсь за половину китайской капусты. Нам потребуется половина вилка, который я тонко-тонко шинкую. Капусту отправляем в миску, в которой мы будем смешивать наш салат. Печень жарится быстро, и вот пока мы с вами разбирались с капустой, с одной стороны она уже подрумянилась, значит переворачиваем на другую. Печени осталось еще буквально пару минут, поэтому перчу немного по вкусу и оставляю ее на среднем огне. Еще у меня есть красивое сочное зеленое яблоко. Я его очищаю от кожицы. С помощью яблокорезки освобождаю яблоко от сердцевинки и заодно, конечно же, нарезаю его на дольки. Каждую дольку разрезаю еще пополам, а затем тонко-тонко нарезаю. Как только яблоки нарезаны, добавляю столовую ложку лимонного сока, столовую ложку соевого соуса и 2 столовые ложки растительного масла. У меня самое обычное подсолнечное без запаха. Теперь все перемешиваем. Мы сразу убиваем 2 зайцев. И яблочко не потемнеет, и капуста замаринуется и будет еще вкуснее. Печень выглядит просто отлично. Я сейчас ее еще разочек переворачиваю, потому что ей нужно прям совсем еще немного времени до готовности. Вот так переворачиваем все кусочки, чтобы у нас приготовление и распределение тепла проходило равномерно. Теперь я накрываю крышкой и оставляю на среднем огне на 3 минуты. Печень будет готова. Пока печень доходит до готовности, нам понадобится одна небольшая красная луковка. Нарезаю ее тоненькими полукольцами. Лук я отправила уже в салатник. Сейчас с помощью ложечки его разбиваю и перемешиваю, потому что, как вы помните, заправку для салата мы уже отправили. И, соответственно, лук сейчас у нас тоже замаринуется и будет не просто вкусный и сладкий лук, а маринованный вкусный сладкий лук. Печень получилась просто невероятно красивая. Она по-прежнему нежная. Нарезаем ее мелким кубиком. Ароматные кубики печени отправляем в салат. Кстати, по желанию и по наличию ингредиентов можно печень заменить на курочку. И вишенка на торте, а у нас гранатинка в салате, добавляем зерна 1 граната. Наш салат заправлен, поэтому нам остается все это только перемешать, ну и, конечно же, сервировать. Салат выглядит и так вкусно и привлекательно, но мы оставили немного зернышек граната. И посыпаем его сверху, чтобы он был вкусным, красивым, ну и, конечно же, нарядным. Приятного аппетита! Пришло время приготовить наш салат с пекинской капустой номер 3. Обязательно смотрите и самое главное, попробуйте этот рецепт. Я уверена, вы влюбитесь так же, как произошло это со мной. Начинаем скорее готовить наш салатик. У меня 400 граммов шампиньонов, нарезаю их не мелко, вот такими кусочками, где-то полсантиметра толщиной. 2 столовые ложки растительного масла я разогрела уже на среднем огне и отправляю туда наши грибочки пассероваться. Половинку капусты я уже разрезала пополам и разрезаю еще на 2 части, то есть всего получается 4 части капусты. И теперь мелко шинкую. Капустка уже в салатнике. Поливаю 2 столовыми ложками сока ананаса и еще столовую ложку соевого соуса. Теперь все это перемешиваем. Получается на самом деле уже вкусно и красиво. Грибы выглядят просто отлично. Самое время их поперчить. И сейчас я еще разочек перемешиваю, для того, чтобы они готовились равномерно. У меня 10 колечков ананаса, я их сложила стопкой и сразу стопкой и нарезаю.
нарезаю на небольшие вот такие ломтики. У меня 250 граммов сыра для салата. Вы можете использовать сиртаки, либо любой сыр для салата, который будет у вас. Сыр я нарезаю кубиками около сантиметра. И сыр не просто придаст нашему салату сливочно-кремовый восхитительный вкус, но еще он станет основой соуса для салата. То есть это, ну правда, невероятно вкусно. Обязательно попробуйте так приготовить. Грибочки готовы. Посмотрите, какие румяные они получились. То, что нужно для вкусного и красивого салата. Еще шкварчащие грибочки отправляются в салат. Следом кубики сыра. Сейчас аромат просто невероятный. И теперь перемешиваем всю эту красоту и вкусноту. Потому что я очень люблю сочетание ананасов и сыра. Попробуйте вот такое сочетание. Оно получается и нежным, и вкусным еще благодаря тому, что ананасик сладенький. А грибочки мы с вами поперчили. Я отправляю салат сразу на тарелку. Посмотрите, как красиво и вкусно. Конечно, если у вас есть сила воли, то отправьте салатик хотя бы на часок в холодильник. Все вкусы смешаются, и это будет вообще просто восторг. Но иногда можно приготовить салатик и начать есть его сразу, ведь он такой вкусный. Приятного аппетита! Мы с вами сегодня, я считаю, выполнили задачу. Приготовили 3 вкусных, разных салата на основе обычной пекинской капусты, которую вы можете найти в любом магазине, супермаркете, рынке и так далее. То есть для того, чтобы добавить вкуса в свою жизнь, приготовить что-то на праздничный стол, совсем не обязательно использовать какие-то дорогие, непривычные продукты или готовить то, что готовят десятилетиями. Можно попробовать что-то новенькое. И я вас уверяю, это новенькое вам понравится. Если это видео вам понравилось, если оно вас зарядило позитивом и любовью к пекинской капусте, пожалуйста, поставьте лайк, оцените нашу работу. Мы правда стараемся снимать для вас классные, вкусные и полезные, конечно, видео. Если вы до сих пор не подписаны, конечно, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в наше супер позитивное сообщество. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви и добра и, конечно, берегите себя.